12 марта в Московском доме национальностей прошла презентация нового романа азербайджанского писателя Юнуса Угуза «Тамерлан. Путь к вершине». Юнус Угуз – известный тюрколог, романист, автор многочисленных исторических публикаций. Его труды были переведены на английский, турецкий, иранский языки. «Тамерлан. Путь к вершине» – это первый опубликованный на русском языке роман из серии о Тамерлане. Увлекательный исторический роман повествует о первой половине жизни Тамерлана и завершается его походом на Индию. Книга написана на основе богатых этнографических материалов и исторических источников XIV-XV веков. Роман рассчитан на широкий круг читателей. Почему вы выбрали именно такую неоднозначную фигуру, как Тамерлан? А я вообще-то всегда выбираю исторические личности. Личности императоров мне очень интересно, потому что они могли бы решать судьбы одного или другого народа, или они могли бы уничтожать всех народов, понимаете? Поэтому для меня эта история очень интересна, как они воевали, потому что история с зигзагом повторяется, история всегда, вот нынешняя история, что-то из прошлого есть. Поэтому я думаю, что пока не будем изучать истории этих императоров, вы знаете, в истории есть две истории есть. Есть история народов и история императоров. То есть шахов или, скажем, султанов, не имеет значения. Но оказывается в истории народ меньше делает, чем это императоры. Императоры больше делают и решают судьбы всего, даже мира, не только народа. Поэтому я решил, что вот именно у меня уже это пятое, только про императора пишу. Они в действительности решают судьбу не только народов, и судьбу мира решают. Поэтому я решил писать. То есть, как я понимаю, вам симпатичны пассионарные фигуры, вершители судеб? Да, у меня недавно и в Турции, и в Баку вышла по работу Гумилева, научная. Конечно, это древние турки, теория пассионаризма. Я именно вот эта излишняя энергия, которая находится в социуме, императоры, они хорошо воспользовались. Ну, поэтому то, что невозможно в научном писать, я перевожу в литературную, историческую литературу. Безусловно, это художественная литература, но факт остается фактом. Так все-таки какой для вас Тамерлан получился? Последний император тюркского мира. Но он вам симпатичен как фигура? А он вообще-то великий человек. По-моему, он великолепный человек не только для меня, для, скажем, Средней Азии, для, скажем, Оттоманской империи, но и для русских, для Европы тоже симпатичный, очень симпатичный. Всякий писатель, он все-таки опирается в своем опыте на кого-то, каких-то предшественников, других писателей. Кого вы считаете своими учителями? Вы знаете, у нас был Мехмед Саид Урдубади. Не знаю, наверное, его перевели. На русском я его не читал, но я знаю, что он при Советском Союзе очень популярный был до 50-х годов 20 века. Но я думаю, он про историю очень хорошо писал, но он не смог освободиться от идеологии, потому что его просто уничтожали бы. А теперь то, что есть, освобожден от идеологии, человек как жил, как империю строил, без идеологии. Ну, остальные для меня, скажем, что, скажем, Соловьев в истории писал 28-томные, но это только, скажем, переписи он перепечатал. А то, что художественной литературы, скажем, Карамзин нормальный был, Лев Толстой, хотя мой первый роман «Надир Шах», итальянцы его называли Наполеоном Азербайджана, азербайджанского, это самое, 18 века. Но то же самое повторял, как это вот первые книги, Надир Шаха, повторял почти как под воздействием Толстого «Войну и мир». Но я быстро освободился после других романов. Когда начал написать, я говорю, думаю, освободиться надо от воздействия Толстого. Ну, вот так и получился нормально. А какие планы на будущее? Какие еще герои предстоят быть описанными вами? Ну, вы знаете, у меня героев очень много, честно говоря. У меня албанский есть Джаваншир,
царя Албании, Кавказской Албании. Я думаю, что, ну, хотя он был христианином, но, тем не менее, он был турком. У меня есть план, но в данный момент работаю на этом, жена Шаха и колдуна. Хотя очень оригинально это будет, потому что все колдовство я описываю, кроме последнего действия колдуна, чтобы другие не воспользовали. Ну, дальше про Фатеха Мехмета хочу, который в 1453 году, 29 мая, взял Константинополь и переделал, назвал его Истамбул. Ну, тоже, ну, не знаю, настолько идеи приходят, надо успевать. Вот как вы считаете, вот сейчас мы живем в глобальном мире, возможно ли вот сейчас появление такого же сверхчеловека, можно по нынешним меркам супергероя, способного подвигнуть народы к большим переменам? Теперь уже супергероем не появляется, супергероем это уже оружие. Потому что личности переходят на второй план. Если не будет, например, Обамы или кто-нибудь, Путин, другой, понимаете, а там они не супергерои, супергерои уже современное оружие. Поэтому я не думаю, что сейчас кто-то второй Тамерлан возродится, или, скажем, что второй Ленин возродится, или, скажем, Ататюрк возродится. Это уже невозможно. Сейчас глобальное время – это времена техники, оснащенные техникой. Поэтому сейчас личность теряет свой смысл. Пока вторую часть я не читал, первую часть знаком просто бегло. Пока мне не ясна, я бы хотел узнать все-таки, тут обязательно должна быть концепция, некая новая концепция. Что же подвигло современного писателя вернуться к образу Тамерлана, рассказать о том времени? Должна быть какая-то современная боль, которая подвигла его выбрать именно этот период, именно этого героя. Вот это я должен уловить и понять, потому что ну, можно просто билетризовать, потому что много создано книг билетрических, вот был такой. Но с Тамерланом такие шутки не проходят, надо обязательно, должна быть какая-то современная концепция, что-то новое должно появиться, понимаете? Вот это, ну, тут можно, конечно, придумать огромное количество концепций, в том смысле, что вот я хочу показать, какие были правители, он должен быть обязательно жестким, жестоким и вместе милосердным, он должен заботиться о народе. Тогда, ну, в назидание можно его, так сказать, но в назидании в нашем время Тамерлан довольно сложная фигура для назидания и для подражания, поэтому, но то, что он взялся за эту тему, честь и хвала ему. Все-таки, как вы думаете, о Чингисхане действительно было написано очень много? Исчерпан ли этот персонаж до конца? Нет, это каждая эпоха должна возвращаться.